Всем привет! Под роликом, где мы слушали речи одного из главных последователей КОП, этими последователями было оставлено немало комментариев, так что я подумал, что стоит присмотреться к их учению поближе. В этом видео мы изучим все основные элементы учения концепции общественной безопасности, изложенные анонимным автором в книгах, выпускавшихся где-то с 90-го года. Вокруг этих книг и собираются все сторонники учения. Из этих книг я узнал немало внутреннего лора КОБа. Согласно ему, учение КОБ зародилось внутри Академии наук СССР, где в середине 80-х произошел некий кризис ценностей. Группа людей, которая впоследствии назовет себя внутренним предиктором, задастся вопросом, зачем вообще нужна наука, какова ее цель? И ответ был дан в сущности такой, что ученые должны стать подобием жрецов, объединить науку и магию и повести все общество, начать определять политику государств. Для начала я решил почитать одну из основных их книжек под названием «Дото» или «Достаточно общую теорию управления». Уже во вступительной части нам дают понять, что это не учебник по менеджменту, а настоящий религиозный трактат, в котором множество раз упоминается божественный промысел, а также говорится о синтезе науки и религии. Что-то очень похожее можно найти во вступлении книжек по саентологии, в принципе. У них с КОБом в плане подачи есть что-то общее. Кстати, у анонимного автора КОБ есть отдельная книга, где он разбирает учение Хаббарда. Похоже, он с ним знаком неплохо. В этой же книге нас сходу встречает обилие очевидных вещей, растянутых на несколько страниц. Например, довольно долго тут объясняется, что сумма всех возможных вероятностей равна единице. Спасибо, капитан Очевидность. На нескольких страницах нам рассказывается, что если ты узнал о возможных негативных последствиях в будущем, надо изменить свое поведение в настоящем. Не удивлюсь, если там где-то по тексту будет глава о том, что когда в туалет ходишь, надо штаны снимать. Но именно с такими текстами следует быть очень внимательным, ведь это довольно типичный прием убедить человека в какой-нибудь крайне спорной идее, спрятать ее в целом ворохе простых и очевидных. И чутье меня не подводит. Среди подобных самоочевидных рассуждений попадаются и очень странные фразы. Например, тут написано, что химия химичит, а не управляет синтезом соединений, а строительство и архитектуру что-то воздвигает, а не управляет проектированием и возведением. Поначалу не совсем понятно, к чему вообще такие странные утверждения, но это пока не дойдешь до строк, где автор в принципе пытается определить, что такое управление. И тут начинается вся магия. Нет, в прямом смысле начинается магия. Управление, согласно этой книге, это не прогнозирование, планирование, организация и контроль, как говорит скучный словарь. Эта материя куда более тонкая. Управленец, согласно КОБу, это человек, способный за счет своих духовных качеств влиять на вероятность будущих событий решающим образом, за счет того, что он вступает в контакт с некой высшей предопределенностью мироздания. При этом вот знаете, что приводится в пример попыток людей создать систему качественного управления? Астрология. Астрология, по мнению автора КОБа, это довольно точная штука, содержащая мудрость древних. Однако ей не хватает элемента управления, более точных инструкций на тему того, что же должен делать человек в ответ на явленную волю звезд. Та же проблема есть у религии. Звучит слегка безумно, но вроде зерно разума в этом есть, но не надейтесь. Ведь управление в данном случае это не планирование, исходя из имеющихся объективных данных о будущем, а покаяние души. Узнал о чем-то, возможно, плохом в жизни, значит, надо покаяться. А как узнать о чем-то плохом в будущем? Надо быть духовным. В целом суть в том, что узнав о чем-то плохом, например, через астрологию или духовное откровение, нужно изменить свой образ действий так, чтобы с этим плохим не встретиться. Совет уровня: если ты бездомный, купи дом. Но может это учение о том, что надо быть благодетельным и всегда поступать правильно, что-то в духе античных философов? Но нет, конечно же нет. Нужно воспользоваться магией, о чем вы. По сути, вся книжка такая: автор замечает какую-то проблему в обществе и предлагает решать ее либо магией, либо околорелигиозными мистическими практиками. Причем в какой-то момент колдовство начинает упоминаться напрямую, без всякого иносказания. В 5 главе автор довольно резко меняет язык. Кажется, что текст далее пишет уже другой человек. Начинается плотное жонглирование терминами, за которым скрывается одна простая мысль: хорошо управлять хорошо, а плохо управлять плохо. Но окей, может, я и правда не понял, а тут изложена гениальная теория управления, которую я не уловил. Но в таком случае я хотел бы посмотреть, как последователи вот этого всего хоть чем-то управляют, магазином или автомастерской, да хоть палаткой с шаурмой, есть такое. Даже марксисты пытаются открывать кафе и предприятия по своим принципам, а что насчет КОБа? Но нет, автор вместо демонстрации того, как его теория работает на практике в обществе, а КОБ постоянно прикрывается обществознанием, всегда все доказывает примерами внезапной из техники. Автор считает, что общество работает как холодильник или там тостер, может даже кондиционер. При этом он даже не пытается проецировать работу кондиционера на общество, а просто описывает какой-то сугубо
Коба технические процессы говорит, что вот это и есть управление в самом полном смысле. Адепты Коба часто говорят, что, мол, предложи что-то лучшее. Но проблема в том, что угодно лучше. Вот взять классика аморального управления людьми Макиавелли. Там все расписано конкретно, от и до, во всех подробностях и деталях. Макиавелли, по сути, написал книгу о том, как быть злым и алчным и расчетливым правителем. Но после чтения его книги хотя бы понятно, как таким правителем быть. А тут пишут просто, что надо быть моральным и духовным и покаяться, и все, зашибись. Уважаемые сторонники Коба, вы сами ничего не предлагаете. Из прочитанного можно сделать только один логичный вывод, что человек, например, способный управлять автомобилем, легко может начать управлять организацией или даже целой страной. Наверное, в этом и есть секрет тех таксистов, которые таксуют для души, а на самом деле они главы компаний. Хотя части текста, откуда можно сделать хоть какой-то вывод, это еще хорошо, потому что чем дальше продвигаешься по тексту, тем больше он становится похож на речь больного шизофазии. Такое ощущение, что автор этих книг даже и не планирует, что кто-то продвинется дальше первой трети. После очередного блока шизофазического бреда автор пытается рассуждать о роевом интеллекте. Что довольно забавно, ведь эта тема довольно развитая в рамках, например, кибернетики. И тут можно сравнить рассуждение автора этой книги, хотя бы с текстом из Википедии. И вот тут параллельное сравнение двух текстов дает вообще максимально ясную картину того, что и зачем автор пишет. Суть в том, что автор задается сложными и нередко важными вопросами, однако вместо ответа на них он генерирует поток слабо связанного текста, как делали старые чат-боты. У человека, незнакомого с вопросом, может сложиться впечатление, что написано что-то очень сложное, и он ничего не понимает. Вот только достаточно минимально разобраться в вопросе, о котором автор пытается рассуждать, и становится понятно, что написанное им просто не несет смысловой нагрузки. Да, иногда автор ставит интересный и важный вопрос, заявляет сложную тему, но вместо ответа просто спагетти из слов. Двигаясь далее по тексту, я снова встречаю бесконечно разжевывание каких-то очевидных и элементарных вещей, очень тяжелым и сложным языком, которые в какой-то момент внезапно переходят к суждениям магического характера. Иногда автор как бы принимает таблетки и рассуждает более живо. Например, меня несколько заинтересовала глава про структурное и бесструктурное управление, но никакого развития она в итоге не получает. Кульминацией всех этих вязких рассуждений становится идея о том, что в любой системе управления существует некая накопленная ошибка. И тут тоже автор мог бы привести много интересных и жизненных примеров. Например, подчиненные, лижущие задницу начальству, из-за чего это начальство не имеет представления о реальном положении дел и принимает неверное решение, из-за чего подчиненные, не способные перечить начальству, начинают еще больше врать наверх. И в итоге система становится полностью слепой и неадекватной. Тут автор даже вводит термин «ошибка управления» и, кажется, готов сделать вывод. Но дальше обозначение его не двигается. Вместо попытки осознания фундаментальной причины ошибки управления, автор приходит к мысли, что нужен некий предиктор-корректор, который каким-то образом будет ошибку управления исправлять. Но что вообще такое этот предиктор-корректор? Автор рассуждает, что этот предиктор должен каким-то образом видеть будущее и корректировать поведение системы так, чтобы она избегала ошибок. Все еще совет бездомному купить дом на самом деле. И дальше по книге эта мысль просто теряется. Тут идут рассуждения о том, что всеми вероятностями в мире управляет некая, по сути, высшая сила под названием мера. При обсуждении меры таблетки автора перестают действовать, и он снова скатывается в полную шизофазию. Текст буквально не имеет смысла, я даже пытался составить его логическую схему, но быстро обнаружил, что местами это просто набор слов. При этом эта мера — это, по сути, ключевой элемент учения, именно она должна помочь предиктору-корректору преодолеть главную проблему, то есть ошибку управления. Ну, я должен теперь выяснить, что это такое. Про меру есть отдельная книга, может, если ее прочесть, станет понятнее. Книга начинается с обсуждения актуальной в конце 90-х политической обстановки, где корнем всех проблем видятся двойные стандарты и отход от неких вечных законов бытия. С двойными стандартами все понятно, тут приводится несколько их примеров, актуальных на то время, и говорится, что так делать не надо. С вечными законами бытия несколько сложнее, ведь их сначала надо познать, чтобы смочь победить коварный мировой заговор. Побеждать мировой заговор, кстати, предлагается его же оружием, тайными знаниями из изумрудной скрижали Гермеса. Изумрудная скрижаль — это найденная в 16 веке древняя скрижаль, описывающая основные принципы магии. Так что если у кого-то остались сомнения в том, что КОП — это попытка создать современное магическое учение, вот тут они должны были уже кончиться. С другой стороны, становится более понятным содержание предыдущей книги, ведь один из принципов магии гласит, что наверху, то и внизу, что значит, что везде происходят примерно одинаковые процессы, только в разном масштабе. Именно поэтому автор сравнивает управление машиной с управлением государством. Вообще многое в КОБе становится более понятным, если
если иметь в виду, что автор говорит с нами на языке понятия магии. Ту же общую теорию управления, если читать как сборник заклинаний, все, в общем-то, встает на свои места. Мы читали не объяснение, мы читали мантры. Тут довольно много страниц посвящено критике религии, своеобразной, конечно, такой критике. Мне, как нерелигиозному человеку, это не очень интересно, да и каких-то определенных интересных выводов тут и нет. Потом тут идут рассуждения про экономику, где одна история восхитительнее другой. Например, говорится, что рубль твердая валюта, потому что Россия продает много ресурсов. Валюта страны, которая продает дешевые ресурсы, а потом покупает на них дорогие товары, сделанные из этих ресурсов, будет крепкой. Держи карман шире. Однако к богословским вопросам все же придется вернуться. Вообще говоря, во всех книжках КОП какое-то просто огромное количество цитат из Библии. Возможно, автор хочет поговорить о вере и Боге. Ну, почти. Автор говорит, что для того, чтобы понять меру, нужно правильно верить в Бога. А точнее не верить в Бога, а верить Богу. Верить Богу предлагается довольно просто. Все дальнейшие рассуждения можно сократить до идеи того, что случайности не случайно. То есть вот все, что случайно и хорошее произошло в жизни, это Бог сделал. Провидение, значит. Тут мне даже интересно стало, ведь случайности их цепочки — это, в общем-то, часть моей личной философии, но автор не идет дальше идей из книжек по саморазвитию в духе того, что Бог управляет миром случайности. И вот это и есть божественная мера, та самая, что нужна для работы предиктора-корректора. Зато автор сокрушается, что люди, даже видя, какие классные бывают случайности, все равно почему-то хотят видеть общую картину мира, от чего пропадает вера в чудеса, то есть вера Богу. Выходит, вера в чудо и знаки свыше — это буквально краеугольный камень учения КОП. Но если это уже звучит малость наивно, то дальнейшее рассуждение автора — это, совсем детский сад. Ведь автор пишет, что раз фактов отсутствия души у человека нет, значит она есть. Мне кажется, тот момент, что отсутствие в принципе не доказывается, должны объяснять в первом классе школы. Если доказательств существования чего-то не представлено, этого просто нет по дефолту. Иначе вы открываете любое художественное произведение и считаете, что все, что там написано, есть на самом деле. Несуществование Хогвартса, SCP-173 или там драконов и Silent Hill тоже никто не доказал. Коповцы должны во все это верить. Несуществование не доказывается. Требовать доказательства несуществования может только человек, не понимающий научный метод от слова совсем. Люди, которые верят в Бога, они именно верят в Него, потому что считают это правильным, по моральным или каким-то еще, может, культурным соображениям. Это отличает веру от знания. Последнее требует доказывания наличия и проверки доказательств. Автор Коба не может даже понять, что такое вера и чем она отличается от знания. Хотя чуть дальше по тексту вроде и пытается, но не выходит. Но дальше все еще хуже. Далее автор приводит в пример гравитацию, которую не видно. И что, мол, мы должны прийти к тому, что гравитации нет, раз мы не можем без приборов убедиться, что она есть. То есть этот человек не знаком даже с работой Ньютона на самом деле. Когда там Ньютона проходит в 9 классе, книжки Коп пишет человек, не осиливший школьную программу за 9 класс. Зато явно анонимный автор перечитал немало книг по современной мистике. Ведь, к примеру, слово эгрегор у него встречается довольно часто и применяется именно в контексте современной эзотерической литературы. То есть как некую сущность, находящуюся в астральном плане, которая подпитывается тонкими энергиями людей, придерживающихся общих взглядов. Или вот автор рассуждает про естественный отбор и утверждает, что естественный отбор — это когда природа отбирает самые ценные души для того, чтобы заниматься творчеством. Когда автор отходит от жонглирования терминами и всяческих словесных уловок, его рассуждение всегда сходится вот к чему-то такому. И тут я понял, как познать Коп. Дальнейшее чтение этой литературы уже не нуждается в каком-то разъяснении и комментарии. Мой третий глаз открылся достаточно широко. Прана излилась в мою аджану чакру темно-синей энергии, а астральный эгрегор тайных знаний открыл передо мной все арканы и сефира мирового древа. Я начинаю видеть суть вещей. На этом моменте я совершенно достоверно понял, как познать Коп. Если вы зайдете в любой средний магазин по саморазвитию и наберете там с полки под названием «Тайные знания» книжки всех современных авторов. Именно те, что про тонкие энергии, чтение ауры, астральных сущностей. Затем обратите полученные вам откровения в сторону политики и общества. Коп сам сложится у вас в голове. Это будет не тот пятикратно переваренный коп, который предлагается в оригинальных книжках, а коп настоящий, первосортный, чистый, личный, твой. А еще коп — это синкретическое мистическое учение в духе Вадима Зеланда. Для тех, кто считает чтение самого Зеланда недостаточно маскулинным. Всем